Как вы думаете, почему двое взрослых мужчин, играющих в карты, делают это с сосками во рту? На самом деле это карточные игроки, которые отказались от курения. А например здесь зачем нужно это странное приспособление, торчащее у парней на пятой точке, и почему они держат в руках ведра? Правильный ответ – это студенты сельскохозяйственного института со специальными стульями для доения коров. Сегодня мы посмотрим на самые необычные фотографии, те, которые определяли эту эпоху и, не побоюсь этого слова, изменили мир. А также узнаем историю их происхождения. Поехали! Президент Кеннеди в овальном кабинете, Мэрилин Монро, Альберт Эйнштейн, День Победы над Японией на Таймс-сквер, Гала и Сальвадор Дали, Уинстон Черчилль, первая встреча Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини. И те два снимка из начала ролика. Помимо эпохи, эти фотографии объединяет и их автор, Альфред Эйзенштадт. История снимков Альфреда действительно удивительна. Вот, например, снимок, сделанный в 1933 году в Германии. Узнаете, кто на нем изображен? Да, это Йозеф Геббельс, ближайший сподвижник Гитлера и министр пропаганды Третьего рейха. Но эта протокольная улыбка с первого снимка будет недолгой. Спустя несколько секунд Геббельс узнает, что фотограф, его снимающий, еврей. Вот он, второй о многом говорящий кадр. Глаза нацистского политика наполнились злобой и ненавистью. Альфред Эйзенштадт вовремя уехал подальше от этих глаз. Он успел покинуть Германию и отправился в Америку до начала массовых репрессий на родине. Из интересных работ Альфреда можно выделить следующие фотографии, где без объяснения даже особо не поймешь, что на них происходит. А вот эти снимки Эйзенштадта сделаны во время кукольного спектакля в 1963 году. Дети смотрят на представление о Святом Георгии и драконе. Конкретно эта душевная фотография в 2007 году была продана на аукционе за $48 тысяч. Тут у нас афганская девочка. Я уверен, вы видели эту фотографию, даже мы ставили ее на обложку нашего выпуска про Афганистан. Кстати, можете вот здесь перейти по подсказке и посмотреть. Сделал снимок фотограф Стив Маккари, который собирал информацию об афгано-советской войне. Он сфотографировал эту девочку в лагере для беженцев в Шатре, который играл роль местной школы. Позже снимок стали называть афганской Монолизой. Он стал символом афганского конфликта и проблем беженцев всего мира. Более того, фотография стала самой узнаваемой за всю историю журнала National Geographic, где ее напечатали в 1985 году. Имя ребенка было неизвестно, поэтому фотографию назвали просто «Афганская девочка». Только спустя 17 лет, в 2002 году, команда журналистов смогла узнать ее имя. Ей к тому моменту было уже 30, и зовут ее Шарбат Гула. Кстати, о существовании этой фотографии и о своей популярности Шарбат узнала как раз таки в том самом 2002. Эта фотография известна под названием «Дамы приглашают кавалеров на белый танец», и датируется она 1900 годом. По одной из версий, название танца белым связано с тем, что в конце 19 века преимущественным цветом одежды для мужчин был черный, а для женщин белый. Публичное объявление танца белым давало право и барышням приглашать кавалеров. Если, посмотрев на мужика, вылезающего из подземелья, вам показалось, что он охотится на крыс, то вам не показалось. Сейчас крысолов — это одна из профессий, которая исчезла. Однако в 1904 году, а именно тогда был сделан этот снимок, ловцы крыс обыскивали канализационные коллекторы Европы и получали деньги за каждую убитую крысу. Если крысолов охотился на крыс с ружьем, то на кого тогда охотились джентльмены вот с этой фотографией? Ответ простой – на уток. Одним выстрелом этот огнестрельный монстр мог подстрелить до 50 пернатых сразу. Его запретили за слишком высокую эффективность, которая привела к исчезновению большого количества водоплавающих птиц. Как вы думаете, чья это персональная команда болельщиков? Снимок сделан на Олимпийских играх в Токио в 1964 году. В то время на соревнованиях по бегу не использовалась видеофиксация, поэтому за тем, кто первый пересечет финишную ленту, наблюдало порядка 2 десятков надзирателей. Примечательно, что внизу можно рассмотреть специальную фотокамеру на штативе. Да, она автоматически делала фотоснимок спортсмена, когда он пересекал финишную ленту, но ее показания не учитывались. Эти показания официально разрешили использовать только в 1968 году на Олимпийских играх в Мехико. А вот так выглядит одно из первых тестирований бронежилета. Этот храбрый мужчина проявил инициативу, и его торжественно расстреляли во имя науки и оборонной промышленности. Конечно, нельзя не упомянуть неизвестного бунтаря. Знаменитая фотография относится к событиям в Пекине во время беспорядков в июне 1989-го. Это был крупнейший гражданский протест в истории коммунистического Китая. Кадр, на котором одинокая, больше похожая на тень фигура бесстрашно тормозит танки, стал началом мифа о неизвестном бунтаре. Его еще называют Танкмен.
На Западе снимок перепечатывали бесчисленное количество раз, использовали как обложку журналов, книг и фотоальбомов, вставляли в фильмы, телепередачи и, наконец, объявили одним из 100 самых важных снимков 20-го столетия по версии журнала Time. Несмотря на существование разных версий его личности, имя Танкмена доподлинно неизвестно. Интересно, что ситуацию с фотографией снимали и на видеокамеру, где можно узнать дальнейшую судьбу бунтаря, как он со своими пакетами залезал на танк, а позже люди из толпы уводят мужчину куда подальше. А это девочка с хлопковой фабрики в Южной Каролине. Снимок сделал штатный фотограф Американского национального комитета детского труда Льюис Хайн в 1908 году. Без малого 10 лет он разъезжал по всей территории США от Тихоокеанского до Атлантического побережья, под разными предлогами притворяясь страховым агентом, торговцем, проповедником или на крайний случай промышленным фотографом, он проникал на заводы и фабрики, где использовался детский труд. В ноябре 1908 года он наткнулся на девочку по имени Сэдди Пфайфер. Она была одной из многих маленьких работающих детей, стоящей за гигантской хлопкопредельной машиной в Ланкастере, Южная Каролина. Детский труд, повсеместно используемый на промышленных предприятиях и отраженный на многих других фотографиях, был запрещен только в 1938 году. Этот снимок называется «Исчезающая раса». Сделанная в 1904 году фотография была визитной карточкой фотографа Эдварда Кертиса. Опасаясь неизбежного исчезновения первых жителей Америки, фотограф старался задокументировать различные племена, показать этот народ, древних индейцев, его одежду, его обряды, его жизнь и манеры. За более чем 2 десятилетия Кертис превратил свои фотографии и наблюдения в 20-томную хронику о 80 племенах. Но самым популярным стал именно этот снимок. The Vanishing Race. Фотография индейцев Навахо, уезжающих в пыльную даль. Для Кертиса эта фотография олицетворяла тяжелое положение индейцев, которые уходили во тьму неизвестного будущего. Следующая фотография под названием «Гаага» несет в себе много смысла и символичности. По результатам публикации фотографий с международной конференции фотографу Эрику Заломону дали прозвище «Король бестактности» за смелые ракурсы и неожиданные ходы в политических портретах. Конкретно на этом снимке 30-го года важные государственные деятели с сигарами и бренди обсуждают вопрос встречи – репарации Германии в Первой мировой войне. Важным вопрос оказался для всего мира, потому что, как известно, именно неподъемные репарации Германии стали благодатной почвой для становления режима Гитлера и причин ненависти немцев по отношению к победившей в Первой мировой войне коалиции. Тем трагичнее тот факт, что фотограф Эрик Заломон погиб в Освенциме 12 лет спустя после публикации своей фотографии. Ну а на сегодня у нас все. Напишите в комментариях, какие снимки запомнились вам больше всего, и до встречи в будущих выпусках на нашем канале.